Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня будем разбираться в трагедии, которая произошла в подмосковном Красногорске, в стенах здания Крокус Сити Холла. Я думаю, никому нет необходимости напоминать, что случилось, и говорить о том, что уже буквально на поверхности, нет смысла. Однако поговорим и разберем на картах Таро детали событий, которые произошли 22 марта 2024 года. Очень много сакрального смысла вложено в эту трагедию, многое скрыто и не выяснено до конца. Некоторые детали лежат на поверхности, но люди упорно не желают их замечать. Меня удивили некоторые комментарии людей, да. Люди не смотрят вглубь. Копните вглубь, друзья мои. Все то, что сейчас происходит, это результат того, что мы не видим того, что на поверхности. Еще раз повторюсь. Давайте посмотрим первый вопрос. Кто является организатором вообще теракта и кто нанимал боевиков для осуществления данного теракта. Я буду называть это терактом, всеобщим словом, которым принято сейчас это называть, да, хотя лично терактом это не считаю, потому как террористы в первую очередь выдвигают свои требования, да, если это происходит какой-то акт терроризма, да, то здесь какой-то акт скорее вандализма, да, и просто беспорядочные стрельбы, пальбы и пожарища. Непонятного никому, почему это произошло, почему не выдвинуты были требования, и почему террористы просто сбежали. Кто является организатором теракта, давайте узнаем. Сегодня с нами Таро Здислава Бексинского. Здравствуйте, карты. Кто является организатором теракта в Крокус Сити Холле? И кто нанимал боевиков для осуществления теракта в Крокус Сити Холле 22 марта 2024 года. Есть несколько официальных версий, давайте рассмотрим официальные версии и версию одну конспирологов, которая тоже имеет место быть. Итак, кто является организатором теракта в Крокус Сити Холла 22 марта 2024 года? Это Украина, это Кремль, российский, естественно, да? Это было жертвоприношение на праздник Пурим, то есть это ортодоксальные евреи, сионисты, да, по-другому. Это террористическая группировка ИГИЛ. И пятую карту давайте еще вытянем. Это британская корона, то есть англосаксоны в союзе с сионистами. Ну и цели сразу посмотрим, да, когда выясним. Я делала короткое видео, шорт-видео у себя на канале, которое собрало очень много просмотров, однако очень много негатива. Не понимаю, почему люди не хотят верить в происходящее. Ну, зачем закрывать глаза, да, на то, что происходит. Итак, кто является организатором теракта в Крокус Сити Холле? Это Украина. В содружестве с кем-то. Как я уже говорила в своем шорт-видео, Украина не является лицом, который делает все со своей подачи. Я имею в виду верхушку Украины, верхушку власти. Я не имею в виду обычных украинцев, друзья, да, вы понимаете, о чем речь. Власть Украины является манипулируемым лицом, и даже то, что сейчас происходит на Украине, в Украине, называйте, как вам больше нравится, это тоже в содружестве с кем-то, и Украина заранее знала, да, то, что начнется война. Все мы, главы государства, все главы государства заранее знают, где, когда произойдет война. Только мы с вами ничего не знаем заранее. А в содружестве с кем-то, да, Украина тут в том числе причастна. Я не могу сказать, что причастна вот конкретно, что она что-то делала, предпринимала какие-то действия. Тут совокупность нескольких групп, скажем так. Это Кремль Российской Федерации. Карта Солнца, 19-й старший аркан, в том числе знали, да, я уже говорила это в своем коротком видео, опять снова говорю, 19-й старший аркан, карта Солнца, эгоизм, эгоцентризм, человек, который все знает, человек, который держит, посмотрите, внимание, пожалуйста, своего питомца у себя на груди, питомцу уже плохо, человек уже сам истлел и прогнил практически, да, до мозга костей, хочется сказать, но все равно держит этого питомца в ежовых рукавицах. Здесь Россия не могла упустить какого-то шанса. Здесь нельзя было упускать этот шанс, и, естественно, в содружестве с кем-то, и Украина, и Россия, здесь все вместе, понимаете, да, хотя воюют друг против друга. Здесь все вместе, по-другому никак не скажешь. Жертвоприношение на праздник Пурим, ортодоксальные евреи, действительно, все было очень похоже на праздник Пурим, уши Амана, да, уши отрезали якобы террористу, мы сейчас узнаем, это действительно был террорист или нет, террористу, человеку из Таджикистана, да, отрезали ухо и совали ему в рот, чтобы он его съел. Как раз-таки праздник Пурим ассоциируется с этим, да, с тем, что едят уши Амана, пирожки в виде ушей, простите. И здесь вот как раз-таки многие подумали, что жертвоприношение на праздник Пурим, да, это ортодоксальные евреи были.
Вот, кстати говоря, Паш Пентакли говорит о том, что сделали все специально под праздник Пурим. Здесь ортодоксальные евреи, я не знаю, причастны или нет, сейчас мы посмотрим, да, по карте последней еще, но здесь все сделали, по пажу Пентакли, Паш, это маленькая карта, все сделали так, как нравится людям. Тут, вот, знаете, человек совершенство, человеческое совершенство, человеческий идеал. Сделали все так, чтобы люди подумали, что это действительно имеет принадлежность к этому празднику, к празднику Пурим, хотя здесь в самой меньшей степени это имеет отношение к этому празднику. Друзья, это сделали специально для этого. Следующее, кто причастен? Террористическая группировка ИГИЛ. Причастны ли на самом деле? Рассчитывались с людьми из террористической группировки ИГИЛ. Возможно, они были не причастны, возможно, они это совершали, да, совершали нападение как раз-таки террористическое, потому что был какой-то расчет по деньгам, да, какие-то деньги давали, двойка Пентаклей. И здесь по двойке Пентаклей не только они, но еще в содружестве с кем-то. Тот, кто именно стрелял, тот, кто именно устроил пожар. Террористическая группировка ИГИЛ вместе с кем-то, она нанята была кем-то. То есть, еще раз, да, содружество Украины плюс Россия, плюс все подстроили так, чтобы это выглядело как жертвоприношение к празднику Пурим. Возможно, это действительно было жертвоприношением, мы сейчас узнаем. И двойка Пентаклей, террористическая группировка ИГИЛ получила какой-то расчет от кого-то. Кто был главным-то в итоге? Сейчас последний вот как раз, да? Британская корона. Объясню, почему вообще я вытянула эту карту. Действительно ли причастны англосаксы? Если вы помните, 22 марта, когда произошло вся эта вакханалия в Крокус-Сити-Холле, выступила Кейт Миддлтон со своим заявлением о том, что у нее рак, да, вот не было Кейт, и вдруг Нати появилась, да, как черт из табакерки, хочется сказать, хотя Кейт Миддлтон здесь вообще ни при чем, Кейт Миддлтон там тоже держит в ежовых рукавицах, и на фоне Кейт Миддлтон сзади были маленькие цветочки, нарциссы или крокусы, да, как их еще называют. Интересно, что она выступила именно 22 марта с заявлением о том, что у нее рак, и на фоне нейросети, да, такой наложенный. Мы прекрасно понимаем, что она сидела где-то в доме, где-то на стуле, а скамейка и фон общий – это что-то наложенное нейросетью. И вот сзади как раз вот эти маленькие желтые цветочки, они как раз и называются крокусы, да. Нарциссы, они чуть побольше. Ну и, соответственно, это все случилось в тот момент, да, когда произошел террористический акт. Так вот, дальше я еще поговорю о Кейт Миддлтон, чуть дальше будет этот вопрос. Так вот, все-таки причастны ли к данному террористическому акту и является ли организатором и заказчиком британская корона англосаксы в союзе с сионистами, с ортодоксальными евреями? Нам нужны очищение и сила природы, говорит мне карта. Интересная очень карта, очень говорящая. Нам нужно очищение. Нам нужна зачистка, да, и сила природы нам в этом поможет. Сила природы – это черная магия, да, черная магия, которой пользуется британская корона, британская монархия, и чистит, делает зачистку, это жертвоприношение, друзья, и зачистка со стороны, в первую очередь, Англии, да, и примыкающих к ним стран. Ну, плюс ко всему ортодоксальные евреи тоже, да, все это связали с праздником Пурима, англосаксы здесь якобы вообще ни при чем. То есть и Украина, и Россия знали, верхушка власти, я имею в виду, праздник Пурим просто сюда присобачили. Ортодоксальные евреи, британская корона наняли группировку ИГИЛ, плюс еще кто-то был там, помимо вот этих ребят из ИГИЛа, да. Мы сейчас посмотрим, действительно ли причастны граждане Таджикистана, тех, которых задержали. Я понимаю, что вас сейчас будет бомбить. Я понимаю, что расклад очень непростой. Но в первую очередь вы должны знать правду. Я понимаю, что многие не верят картам. Лучше верить официальным источникам из телевизора. Но так не работает, друзья мои. Сделано все это специально, да, на то и расчет, чтобы вы верили всему тому, что говорят на телеграм-каналах. Раньше у нас телевизор все смотрели, сейчас телеграм-канал, да, штудируют. Телеграм-канал – это тоже купленная такая штука, особенно Москва Лайв. Цель британской короны, цель англосаксов в союзе с сионистами, какая главная цель, мы уже выяснили, что это было жертвоприношение, но какая главная цель, почему они устроили этот террор, террористический акт в Крокус-Сити-Холле, почему британская корона в союзе с сионистами устроила данный террористический акт в Крокус-Сити-Холле.
22 марта 2024 года. Мы уже поняли, что нужна была зачистка. Это давно планировалось, кстати говоря. И вот недавно планировалось, друзья, простите, неправильно выразилась. Это как и быстро спланировалось, наоборот. То есть, когда, знаете, как будто как-то очень быстро и как-то очень неправильно получилось. Вот по колеснице, вот как будто они как спешили куда-то. Вы знаете, как будто заранее ничего нормально не спланировали. Долго-долго вроде какие-то планы были. И тут нате, и вот прям как-то как будто не доделали то, что нужно было. Ну, здесь черная магия, да, очевидно, жрец. Подношение какому-то жрецу черному по пятерке. Это нужно было сделать срочно. Это жертвоприношение нужно было срочно сделать. То ли они не успевали что-то. Тут щедрость какая-то в отношении жреца. И очень-очень быстро это все нужно было проделать. Ну и, как я уже сказала, до жертвы нужно было принести паж кубков. Пажа кубков разрывает направо и налево. Что-то еще будет очень скоро. Разрывает пажа кубков, очень много эмоций направо и налево. Что-то еще будет похожее на вот этот террористический акт. Очень скоро мы последним вопросом это обсудим, друзья. Недоделано, потому что. Дошла весть до какого-то жреца, какому-то жрецу подчиняются они, ну, в черной магии у них там свои, да, законы. Какому-то жрецу подчиняются, до жреца дошла весть, вот этот жрец, он знает то, что не все, не до конца, скажем так, нет столько жертв, сколько нужно было, чтобы было, понимаете? Вот еще не до конца собрали вот эти жертвы, вот этих людей. Потому что должен исполниться какой-то магический ритуал, черный ритуал. И нужно столько жертв, сколько нужно, а их нет столько, и поэтому будет что-то еще. Следующий вопрос. Знала ли власть Российской Федерации, мы уже выяснили, да, что знала, но все равно мы зададим этот вопрос, в том числе сотрудники вневедомственных служб, спецслужб, о предстоящем теракте в Крокус-Сити-Холле. Говоря о власти Российской Федерации и о том, что она творит, я не имею в виду саму Россию, друзья. Пожалуйста, отделяйте зерна от плевел. Я очень люблю Россию, я сама живу в России. И я люблю тех людей, кто живет в России, поэтому я очень хочу, чтобы вы поняли главное, что сейчас происходит. То, что сейчас сила направлена против нас, и мы должны не подчиняться этой силе, а бороться, наоборот, с ней. Но здесь уже лично мое мнение. Знала ли власть Российской Федерации, в том числе сотрудники вневедомственных служб, о предстоящем теракте в Крокус-Сити-Холле? Паш мечей знали, что что-то будет, да? И у них был выбор, как будто бы сказать, не сказать во всеуслышание. Знали в любом случае, что будет что-то, но не знали, что будет такое, что-то масштабное. По пажу мечей здесь должно было произойти что-то менее масштабное. Путь к вершине через жертвоприношение. Вот почему-то Российскую Федерацию, власти Российской Федерации, да, вот сейчас Путин, вот сейчас все, кто сидят, да, там вот у верхушки вы их все ругаете, да, там Путин пришел к власти, это из-за выборов, вот здесь не совсем так. Вот я Путина не особо жалую, но здесь Путин не является главным человеком во всем этом кипише, да, это просто человек, которого ведут за веревочки. И здесь ощущение, что власти Российской Федерации не очень хорошо, кстати говоря, восприняли вот эту новость, то, что именно вот в Москве, в Подмосковье, именно в России должно что-то произойти. Они понимали, что что-то произойдет, но не понимали, что это будет так масштабно. И знали, что это нужно будет какому-то мастеру, чтобы, скажем так, ну, в черной магии, да, то есть это какая-то черная магия. Они это знали. Да, что нужно отдать дань какому-то мастеру и подарить ему что-то, чтобы взойти к вершине, чтобы добиться какого-то, я не знаю, может быть, определенного статуса в масонстве, да? Определенных градусов каких-то в масонстве. 32-я, 33-я степень масонства. Чтобы зайти к вершине, нужно одарить их, то есть его мастера какого-то, да, кому они подчиняются, жертвами. Жертвоприношение должно было произойти. Они это знали, у них был выбор, говорить, не говорить, но, конечно же, они этого не сказали.
Знали ли люди из шоу-бизнеса, артисты, музыканты, шаман в том числе, кстати, да, наш любимый, у меня есть, кстати, а, отдельный расклад на этого певца, кто хочет, посмотрите. Знали ли люди из шоу-бизнеса, артисты, музыканты, шаман в том числе, о том, что планируется террористический акт в Крокус-Сити-Холле? Почему я конкретно говорю о шамане? Этот человек, он перестает меня удивлять, в плохом смысле этого слова, то, что он уже второй раз так подгадывает и пишет песни прямо как раз, когда начинается СВО, и прямо как раз, когда происходит террористический акт, и то, что он выпускает свою песню 23 или 24 марта, он выпустил новую песню с клипом уже, да, готовым, как будто бы заранее знал, что все будет. Песня, которую он написал, наверное, сидит и прям ночами пишет, да, мне хочется сказать. Я не завидую ни в коем случае шаману, сейчас начнут писать мне то, что я завидую артисту великому. Но это очень странно на самом деле, да, то, что человек садится и сразу же после этого пишет песню, сразу же выпускает клип, сразу же у него все готово. Это очень странно на самом деле. Знали люди из шоу-бизнеса, артисты, музыканты, в том числе шаманы, о том, что произойдет террористический акт в Крокус-Сити-Холле. Карта повешенная выпала. Повешенный, кстати говоря, если вы посмотрите сейчас на экран, у вас здесь появится с левой стороны карта Райдера Уэйта, из колоды Райдера Уэйта повешенный. Мы еще к ней вернемся сегодня. Я думаю, что не раз. Вот здесь она немножко другая, да. Здесь человек гниет, разлагается. Для того, чтобы выйти в новое измерение. Обратите внимание, да, у него открыта чакра Аджна, третий глаз, и, возможно, даже открыта чакра Сахасрара. Это то, чего не могут видеть обычные люди, это то, что видят йоги при медитации, да, глубокой. И вот здесь повешенный гниет для того, чтобы перейти в новый мир, в новое измерение. Помните, как назывался концерт группы «Пикник», который должен был состояться в Крокус-Сити-Холле, он должен был называться «Новое измерение». И вот здесь карта повешенный как раз-таки нам об этом говорит. Люди шоу-бизнеса, в том числе и «Пикник», да, знали то, что они перейдут в какое-то новое измерение, это какая-то степень посвящения в масонство, я же еще раз говорю, да, карта повешенной здесь не случайно выпала. Для того, чтобы перейти в новое измерение, нужно принести кого-то в жертву. Потом я вам еще покажу афишу группы «Пикник», которая тоже очень похожа на карту перевернутого повешенного. Знали ли люди из шоу-бизнеса, артисты, музыканты? Да, знали. Знали, и многие, кто в этом поучаствовал, многие, кто помог этому свершиться, чудовищному акту, многие перешли в новое измерение. Это новое измерение было для них, не для людей, которые приходят на концерт. Да, карта Солнца. Их прибрали в свои нежные руки, да. Но это эгоисты, которые думают только о себе. Карта Солнца, карта эгоиста. Человека, который думает только о себе, но не думает о других. Прибирают к своим рукам и делают с ними все, что хотят. И карта повешенной говорит о переходе в новое измерение. Открывается третий глаз, люди начинают видеть те вещи, которые не видят обычные люди, да, я говорю сейчас про музыкантов, которые в это себя, скажем так, окунули и посвятили, да, то есть шаман один из тех, кто знал действительно то, что произойдет. Действительно ли те люди, граждане Таджикистана, которых схватили и пытали на камеру, являются террористами Крокус-Сити-Холла? Действительно ли те люди, вот у которых уши там отрезали, да, и так далее, действительно ли те люди, граждане Таджикистана, которых схватили и пытали на камеру, хотя это возбраняется, запрещается законами Российской Федерации, такие издевательские вещи показывать на камеру, в телеграм-канале, зачем-то стоять и снимать, я вообще вот этого не понимаю, зачем этот акт издевательства над людьми, даже если пусть они совершили террористический акт, я к тому, что нужно было их избить, наказать, зачем снимать это на камеру? Чтобы люди видели, чтобы люди ожесточились, да? Тут же понятно все. Действительно ли те люди, граждане Таджикистана, которых схватили и пытали на камеру, являются террористами Крокус-Сити-Холла? Руководство говорит им, что делать по тройке пентаклей. Подстраиваются люди под ситуацию. Люди подстроены под ситуацию. Вполне возможно, что они были вместе с группировкой ИГИЛ. Я не отрицаю сейчас пока их вины. Пока.
Но здесь карта подстраивания под ситуацию. Либо они подстраиваются под руководство и делают, совершают террористический акт нападения, либо они подстраиваются на камеру и делают то, что им велят делать. Потому что, ну как, тебе отрезают уши на камеру, ты там не такое скажешь, да? Суд над ними совершится. И они знают это, что над ними совершится страшный суд. Горечь. Друзья, я скажу так, здесь те люди, которых показывают нам на камеры, которых пытают, над которыми будет совершаться страшный суд, это не люди, которые присутствовали в здании Крокус Сити Холла. Эти люди подвергнуты пыткам и говорят на камеру то, что нужно говорить неведомственным службам, только потому они говорят все то, что им говорят, да, говорить, извините за тавтологию, потому что они к кому-то привязаны, то есть что-то тут им угрожает, да, то ли угрожает туз пентаклей, это крепость, которую нерушимая крепость, которую не хочется ломать, это родственники, это друзья, это семья, туз пентаклей, это крепость, старая родня, род, твой род. И вот над их родом, над родом этих таджиков, извините, что я их так называю, да, граждан Таджикистана, над ними будет страшный суд, если они скажут не так и не то, что им велят. Привязанность к дому, привязанность к родным и близким, к семье. Иначе все в семье рухнет, иначе будет башня, иначе будет горечь, иначе будут потери, потеряют близких, потеряют детей, там угрожают им, да? Угрожают этим людям, что они все потеряют. Они не имеют никакого отношения, вот именно эти люди, которых показывают, не имеют никакого отношения к террористическому акту, если это можно так назвать, в Крокус Сити Холле, да, только из-за того, что над ними свершится суд на самом деле, да, их могут посадить, их могут не только посадить, их могут убить, расстрелять, возможно, да, еще что-то с ними сделать. Тут страшный суд случится вот над этими гражданами Таджикистана, но они за свою семью. Вот если ты не скажешь на камеру все, что я тебе велю, то твоей семье конец, да, твоему роду, твоим детям. Тут страшные карты выходят, и страшные карты не в отношении того, что именно они виновны. Страшные карты в отношении того, что над ними издеваются и их запугивают. Откуда они вообще нашли этих людей, мне интересно, что за левые люди вообще, откуда они их откопали, так и хочется сказать. А что это вообще за граждане Таджикистана, откуда они вообще? Что это за граждане Таджикистана, откуда они нашли этих людей, которых снимают на камеру, и которым вот отрезают уши, издеваются над ними, бьют их. Откуда они этих людей нашли? Ощущение такое, что вообще эти люди давным-давно были в заточении. Вообще я не вижу этих людей на свободе, под защитой. Кто-то их охраняет, да? Но под защитой в каком плане кто-то их охраняет. Тут жезлов – это человек, находящийся в местах не столь отдаленных. Причем достаточно давно. Причем по совершенно другой статье, не относящейся к тому, вот, что сейчас происходит, да? И по карте сила они могут применить любую силу, да? То есть над этими людьми. Этим людям все равно и так сидеть, друзья. У меня ощущение, что они их вообще вот взяли откуда-то из мест не столь отдаленных, тех людей, которые под защитой. Под защитой, потому что по королеве мечей что-то совершили, да, возможно, какое-то убийство, возможно, какая-то поножовщина была, еще что-то, да, по королеве мечей. Над ними был суд, да, карта сила. Над ними уже был суд, карта сила, карта трибуны, они находятся под защитой в местах не столь отдаленных, достаточно давно по ностальгии, по карте звезда. И над ними применяют силу сейчас только потому, что им все равно сидеть в любом случае. И они разыгрывают вот такую театральную сценку, да, с этими ребятами, таджиками. Я не вижу их на свободе до этого.
Я вижу, что они подчиняются просто сейчас этим людям, потому что им нечего делать, потому что они боятся за своих родных и близких. А вообще, вот мне интересно, да, было ли у этих таджиков, граждан Таджикистана, боевое оружие с собой? Якобы они там за ними гнались, что они добрались аж до Брянска за 3,5 часа от Москвы по пробкам. Невероятное какое-то событие. Хорошо. Было ли действительно у этих граждан Таджикистана с собой боевые оружия? Ну, мы уже поняли, что они не были в здании Крокус Сити Холла, но было ли вообще это боевое оружие у граждан Таджикистана с собой? Я же говорю, новая среда, как вы знаете, привязанность к чему-то, прикованные к чему-то, они не на свободе были, они были в тюрьме, в заточении. Их как выпустили в новую среду для них, как будто давно уже отбывали срок наказания какой-то, и некий король жезлов приказал их выпустить. Не было у них никакого оружия, им не дал бы его никто, не позволил бы просто, да? Здесь не про оружие речь, здесь еще раз говорится о том, что эти люди сидели им сидеть еще долго и долго, да, и поэтому, переживая за своих родных и близких, они, собственно говоря, и согласились на все это мероприятие, скажем так, хотя оно им не очень нравится. Про боевое оружие здесь и речи быть не может. Не было у этих людей ничего. Хорошо, тогда кто был непосредственно террористами? Кто были непосредственно террористами? Какая национальность? Еще помимо, террористическая группировка ИГИЛ, это понятно, но какая национальность была у людей? Кто был непосредственно террористом в здании Крокус Сити Холла 22 марта 2024 года? Какая национальность? Это были славяне, это были таджики, все-таки, возможно, не эти, а другие таджики, да? Это были граждане стран СНГ. Если не было таджиков, мы выясним, почему именно таджиков привели. Почему именно за таджиков решили зацепиться, да? Кто был террористом непосредственно в тот день, 22 марта 2024 года в Крокус Сити Холле? Это были славяне. Карта положительная. Таджики, карта отрицательная, карта горечи. Таджики здесь вообще не имеют никакой свободы слова, никакой воли. Абсолютно, да. Здесь отрицательная карта, девятка мечей. Они делают все это только для того, еще раз повторюсь, для того, чтобы их родных и близких не сожгли, не убили, не изнасиловали. Карта горечи, печали за своих родных и близких. Отрицательная карта. Это были просто граждане СНГ, да. Ну, мы не будем сейчас называть. Все страны, все национальности. Карта привязанности. Здесь славянская национальность. Славяне, люди европеоидной расы, скажем так, да, и цвета кожи. Хорошо, а тогда почему на таджиков-то начали гнать? По-другому никак это не скажешь. Почему именно таджики? Вот почему? У меня есть предположение, конечно. Это естественно. Я думаю, в этой ситуации. Почему именно таджиков якобы задержали как террористов после террористического акта в Крокус Сити Холле? Почему именно граждане Таджикистана якобы задержали как террористов? Почему не русских? Почему не украинцев тех же самых? Да, карта император. Император так сказал, император так велел. Император хочет какую-то бучу внести в толпу, да? Император – это человек-деспот здесь по этой карте, по этой колоде. Человек-тиран, человек, любящий войны, межнациональные розни. Император самый лучший, я не признаю другую национальность, кроме своей, да, кроме своей расы, кроме своей принадлежности. Я самый лучший, я самый замечательный. Опять карта привязанности. Четверка пентаклей. Четверка пентаклей еще говорит, цифра 4, что все повторяется. Что-то повторяется. Такое уже было когда-то. Почему именно таджики? Подлость, подло поступили с этой нацией сейчас, друзья.
А, Я за любую нацию, абсолютно. Но здесь поступили именно подло по отношению к ним. Здесь межнациональные розни, межнациональные войны, да, хотят развернуть прямо вот эту тему, чтобы люди по привязанности были привязаны только к своей национальности. Здесь как какая-то война новая грядет. Мечи. Пятерка мечей говорит о подлости, о предательстве. Хорошо. Так настоящих террористов-то в итоге не задержали, я так понимаю. Где они сейчас? Настоящих террористов, которые как раз это все устроили, да, в здании Крокус Сити Холла, их в итоге задержали. И если нет, то где они сейчас? Настоящих террористов, которые находились как раз-таки в здании Крокус Сити Холла и стреляли в людей, их задержали. Они находятся на своей территории, охраняемой. Мне даже смешно, честно, друзья. Если не было бы так смешно, если бы не было так грустно. По девятке жезлов они на своей охраняемой территории, их никто не тронет, им дали уехать спокойно. Туда, откуда они пришли. Я даже спрашивать не буду, где они сейчас, они там, откуда они пришли. Их не задерживали. Хорошо, сколько всего было террористов? Сколько всего было террористов в здании Крокус Сити Холла 22 марта 2024 года? Потому что говорят абсолютно разные цифры. Почему-то никто не может толком сказать, сколько их было. Какие-то непонятки, какие-то загадки. Камеры ничего не видели. Вообще просто, знаете, вот на дурака расчет. Сколько всего было террористов в здании Крокус Сити Холла 22 марта 2024 года? От 4 до 10 человек, от 10 до 20 или больше 20 человек. Сколько всего было террористов? От 4 до 10. Карта императрицы, скорее всего. Карта Луна от 10 до 20 или больше? Нет. От 4 до 10 здесь положительно. Карта вышла императрица. От 4 до 10 здесь, кстати говоря, вот 3-4, вот знаете, вот тут я не могу сказать, что здесь много прям их было, нет. Здесь их было не так много. Кстати, количество убитых людей в Крокус Сити Холле 22 марта 2024 года по официальным данным 144 человека. Их было на самом деле больше или меньше? Нам могут сказать все, что угодно, друзья. Мы можем все, что угодно прочитать, все, что угодно подумать, как угодно друг друга поливать грязью. Но вы понимаете, что на это и расчет, еще раз говорю. Расчет на то, что мы разделимся на разные лагеря. И нами будет легче управлять и манипулировать нами. Нами уже легко, спокойно, да, манипулируют. Количество убитых по официальным данным 144 в Крокус Сити Холле. Их было больше или меньше? Ну или столько, сколько нам говорит официальные данные. Их было больше, их было меньше. Многообразие столько же, сколько. Их было больше. Карта многообразия, карта Солнца, да. Карта Солнца выше рыцаря жезлов. Рыцарь жезлов у нас всего лишь придворная карта. Девятка кубков у нас младший аркан. И карта Солнца у нас старший аркан. Их было больше, просто некоторые фамилии и имена прячут. И какие-то люди здесь, что-то мне подсказывает, что пропали. Да? Очень многие пропали, очень многих ищут, но почему-то их уже никогда не отдадут. Они мои, говорит карта Солнца. Здесь людей больше. Хорошо, почему в списках погибших почти все люди славянской национальности? Интересно, да, у нас что, все славяне только? У нас очень много мигрантов, очень много людей другой национальности, да, которые тоже ходят на концерты. Я думаю, что почему нет? Татары те же самые. Почему в списках почти все люди славянской национальности, именно русские, я имею в виду, да? Русские фамилии, русские имена, это правда так? Или этот список сделали специально? Ну, специально, карта маг, да? Манипулирование людьми. Карта маг еще говорит, ну, посмотрите на свастику, разжигание новой войны межнациональной. Друзья мои, о чем это может еще говорить? Граждане Таджикистана, люди, якобы граждане Таджикистана убили только людей славянской национальности, потому что их ненавидят, да?
Вот такие дела, собственно говоря. Почему в списках почти все люди славянской национальности? Потому что эти списки каким-то образом, знаете, там был даже такой момент, что люди просто теряли паспорта, а их уже вписывали в списки убитых людей, а они потом находились. Понимаете, вот еще какое дело. А очень многих в списках вообще нет, кого убили. Вот что интересно. И они, возможно, не являются людьми славянской национальности, да, славянской внешности, русской национальности. Это не так. Разжигание межнациональных войн, розней. Мы всему этому, естественно, верим, сразу говорим, казнить его нельзя помиловать, хотя нужно тут поразмыслить своими мозгами первоочередно. Следующий вопрос. Правда ли, что на месте пожарища, вот где выгорел как раз концертный зал Крокус Сити Холла, обнаружено много фрагментов тел? Вследствие чего, конечно же, людям говорят, чтобы они сдавали свои биометрические материалы, чтобы найти своих родственников. Действительно ли правда, что на месте пожарища в Крокус Сити Холла обнаружено много фрагментов тел людей, которых не могут идентифицировать? Действительно ли это так? Или это делается? Ну, это делается. Ну, во-первых, есть, да, какие-то есть кусочки, какие-то. Это правда, король мечей, правда кого-то там. Не буду сейчас говорить, да, такие вещи. Не хочу. Действительно, кого-то там могло очень сильно покалечить, и какие-то кусочки, вот как раз пожарища, да, они есть, это правда. Но карта Маг еще указывает опять на манипулирование людьми, на сдачу биометрических данных, да, на то, что я все про тебя буду знать. Скоро смогут наши клоны создавать спокойно, друзья. И все с нашей легкой подачи, все с нашей легкой руки. Мы сами этому не препятствуем. Мы сами сдаем все свои материалы, мы сдаем кровь, да, идем. Кровь сейчас вот тем людям, которые лежат в больнице. Но мы даже не знаем, куда мы сдаем эту кровь, я потом выясню сегодня в раскладе, чуть попозже. А правда ли, что много людей просто пропало? И где они? Их не могут найти. Правда ли, что в здании Крокус Сити Холла после теракта очень много людей пропало, и их не могут найти? Правда ли это? Ну, тут вообще очень такие страшные, серьезные вещи, да? Здесь двойка пентаклей мне говорит, я сначала не поняла, да, двойка пентаклей, почему вот карта расчета. А здесь двойка пентаклей говорит и да, и нет. Но действительно пропали, но найти-то могут. И нашли те люди, которые о них позаботятся, но позаботятся в каком ключе они им для чего-то нужны. Им нужен их страх, их эмоции, их тревожность. И по восьмерке мечей этих людей держат в неволе. Есть какие-то люди, которых не могут найти, которые сейчас находятся в неволе, кто-то их сейчас держит. Их как забрали для чего-то, да? То есть нужны какие-то были данные, человеческие какие-то материалы. Пусть все это звучит для вас фантастически, для тех людей, кто вообще не верит в масонов, сатанистов, кто верит просто в то, что мир – это мир, война – это война, дружба – это дружба. Но это пусть будет так, конечно. Я никого переубеждать не собираюсь, но вы меня тоже не переубеждаете в том, что карты – это просто картинки. Вы сначала прочитайте, что такое карты, откуда они пошли. А пошли они именно из Египта. Из Египта, откуда у нас впервые пошли евреи. Не из Израиля, а из Египта, да? И когда вы сопоставите А с буквой Я, тогда, я думаю, вы все поймете. Почему на некоторых видео видно, что террористы стреляют холостыми патронами из ружья, так искрами не палят? Ружье так не стреляет. И от ружья есть серьезная отдача, а ее на видео не видно. То, что у террориста есть отдача на плечо от ружья. Почему на некоторых видео из здания Крокус Сити Холла 22 марта 2024 года, так, нам нужно отдохнуть в своем мире, говорят мне карты. Карты почему-то не хотят говорить. Карты и не хотят, и хотят говорить.
Карты не хотят говорить об этом, но хотят оповестить людей все равно, да? Тут что такое? Картам нужно отдохнуть, но карты хотят сказать. Интересно, хорошо. Так почему на некоторых видео видно, что террористы стреляют холостыми патронами? Это правда были холостые патроны? Правда ли, что в здании Крокус Сити Холла 22 марта 2024 года были холостые патроны, использованные террористами так называемыми? Здесь, сейчас, друзья, вот эти две карты уберу, дополню картину. То, что боевое оружие здесь было, это 100%. А были ли холостые? Тут какой-то договорняк, какой-то договор между кем-то и кем-то. Рыцарь жезлов – это настоящее оружие. А вот были ли холостые? Дальняя дорога. Что-то снималось заранее. Единичка жезлов говорит о том, что дальняя дорога говорит о том, что что-то снято заранее и что-то взято из архивов. И это договор. Боевое оружие на самом деле было в этот день, которым, соответственно, убивали людей, да, чем они еще холостыми же не будут убивать. И дальняя дорога говорит о том, что что-то было снято, какие-то видеоматериалы были сняты заранее. И там, где очевидно, что он просто палит по трупам и по стеклам, холостыми, здесь понятно, да, то, что это снято как-то заранее. 12 мечей, карта памяти. Память. Конечно, то, что в памяти, то, что на флешке, то, что где-то лежит, видео, которое где-то лежит в памяти, по договоренности с кем-то. Но боевое оружие точно было. Да, боевое оружие было. Огнестрел был. По звезде и по рыцарю жезлов колесница использовали, как будто бы это было в этот день. И как-то все нелогично так использовали. Опять вот карта колесницы говорит о отсутствии логики какой-то. О том, что как-то это все быстро надо было. Как будто торопились куда-то. Почему нет видео с видеокамер с самого Крокус Сити Холла? Это очень странно. Это точно так же, как когда Немцова убивали, да? Нет видео с моста, который находится в центре Москвы. Ну, ребят, полиция постоянно, да, камеры постоянно включены, а здесь вот нет. Почему нет видео с видеокамер с самого Крокус Сити Холла? Почему этого нет? Потому что не отдают. Это тайна. Никто не должен ее узнать, никто не должен ее увидеть. А почему? Понятное дело, что эти видео есть. Это, ну, как говорится, к гадалке не ходи, да? Как говорится, ко мне не ходи. Понятно, что это видео есть. Ну, а что же с ним? Почему его не отдают? Видео с камеры Крокус Сити Холла защищают, стерегут, оно есть, это видео, оно не удалено, оно не уничтожено, оно для чего-то сейчас нужно и необходимо. Противостояние не отдают, я же говорю, и не отдадут, иначе будет суд, иначе там увидят все то, чего не было, как будто бы. Карта в ожидании, что она означает? Короля мечей, там есть какие-то такие кадры, которые не должен никто увидеть. Либо наоборот, нет тех кадров, которые сняты якобы в этот день, это доказывает, что этого в этот день не было. Понимаете, да, о чем речь? Поэтому, собственно, их никому не отдадут, никому не покажут. Следующий вопрос. Почему заполненный концертный зал на 6000 человек, вроде бы, если я не ошибаюсь, не был охраняемым полицией? И почему полиция так поздно приехала после вызова? Почему заполненный концертный зал Крокус Сити Холла 22 марта 2024 года не был охраняем полицией? Почему не было полиции? Когда такие концерты всегда охраняются, всегда сопровождаются людьми с автоматами. Мало ли что случится. Почему этого не было в этот день? Рыцарь кубков. Бунт.
Ну, должен был подняться кипиш, должна была подняться паника. Должны были выплеснуться эмоции. Рыцарь кубков, люди бегут, люди бунтуют, люди паникуют. Была быть паника. Это было задумано, должна была быть башня. Должна была рухнуть башня, должен был случиться террористический акт. Случиться так, чтобы ему никто не помешал. Я в своем видео на Россию 2024 года говорила, что февраль – это последний спокойный месяц в истории Российской Федерации в 2024 году конкретно, да? Что будут рушиться башни какие-то, будут какие-то торговые центры, места скопления людей и так далее и тому подобное. Договор какой-то, да? Договор, выбор какой-то. Тут еще влюбленные, знаете, обозначают панику, когда люди вот друг за друга цепляются, родные и близкие, да? Начинают в страхе и в панике куда-то кидаться не туда. Ну и, собственно, жертвы образуются, да? Когда друг на дружку наслаиваются люди, когда люди друг друга выпихивают буквально из здания, умирают в давке. Ну и, естественно, это смерть. Так или иначе, смерть на эмоциях. Вот смерть на эмоциях – это сбор галаха. Это не только жертвоприношение, ну да, идут своей дорогой, смерть на эмоциях. Пытаются протиснуться в толпе людей. Должен был подняться бунт, и должна случиться башня и смерть. Поэтому полиции не было. Ее и не было запланировано изначально. Потому что все прекрасно знали, что случится. Почему так долго ехала, я даже спрашивать не буду, потому что очевидно, что должно было случиться то, что случилось. То есть должны были случиться все манипуляции и все действия. Почему все случилось именно в здании Крокус Сити Холла? Почему не в каком-то другом торговом центре? Я вам уже говорила, что Кейт Миддлтон выступила 22 марта на фоне, где цветочки крокусы, да, и сообщила печальную весть о том, что у нее рак. В своем шорт-видео я уже сказала, что никакого рака у нее нет, ее хотят принести в сакральную жертву. Так вот, хочется мне спросить у карт, является ли это каким-то определенным обрядом. То есть вот здание Крокуса, называется Крокус. У пикника песня «Цветок крови» или «Цветок смерти», что-то такое, напомните мне, напишите в комментариях, у них как-то так называется песня. И здесь Кейт Миддлтон со своими цветами сзади. Совпадение, не думаю. 22 марта. Вообще нападение на Крокус это является каким-то обрядом и жертвоприношением, друзья? Еще раз спросим, давайте. Является ли нападение на здание Крокус Сити Холла каким-то обрядом? Ну, здесь по-любому должны были пройти смерти, да, горечь, утрата, печаль. Изначально было запланировано по девятке мечей, что с этим зданием что-то случится, что оно рухнет, что здесь будут какие-то потери, человеческие потери. А если изначально планируется, то в любом случае это жертвоприношение, друзья. Изначально почему должны планироваться такие мероприятия, да, такого характера? Нам нужно очищение и сила природы, пожалуйста. Сила природы – это насыщаются черные маги вот этой силой, да, когда происходит зачистка населения. Конечно, это обряд. Люди, которые, не думая, да, идут на массовые мероприятия. Не ходите на массовые мероприятия, друзья, особенно сейчас, в это время, туз мечей, конечно, это обряд. Здесь должны были дьявол. Ну, смотрите, что происходит. Туз мечей и дьявол. Здесь происходит обряд с человеческим жертвоприношением. По-другому не скажешь. Зачистка людей для того, чтобы обрести силу, выйти на новую ступень в масонстве, получить какое-то поклонение от дьявола, того, кому подчиняются и поклоняются. Не поклонение, вернее, а какие-то новые силы. Хорошо, понятно, что Крокус Сити Холл уже возлагался, чтобы что-то было, да, чтобы что-то происходило. Имеет ли какую-либо причастность к событиям в Крокус Сити Холле группа «Пикник»? Знали ли участники группы, особенно солист, меня интересует, о том, что планируется теракт? Знали ли участники группы «Пикник» о том, что планируется теракт в Крокус Сити Холле? Знали ли они? Знали. Конечно, знали.
Знали, что будет много смертей. Что такое Паш Пентакли? Знали, но молчали, да, знали, но мы здесь, наше дело за малым, скажем так, да, Паш Пентакли, мы тут ничего не знаем, ничего не видели, ничего никому не скажем по карте молчания. Знаем, что будет по тузу мечей много смертей, какая-то атака по дьяволу, знаем, что это жертвоприношение, мы все прекрасно знаем, однако мы молчим. Да, туз жезлов. Туз жезлов и туз мечей. Туз жезлов – это охраняемые территории. Нас охраняют, нас не тронут, нас не повредят, с нами ничего не случится, потому что мы в одной системе. Да, карта Луна и карта Дьявола. Мы в одной системе, мы знаем те тайны, о которых не знают другие музыкальные группы и содружества, возможно, да. Здесь такая группа, отдавшая дьяволу дань, заключившая темный договор, особенно солисты. Мне так видится, мне так кажется. Да, конечно, знали. Хорошо, тогда где была группа во время теракта? Были ли они в Крокус-Сити-Холле? Была ли группа «Пикник» 22 марта 2024 года в Крокус-Сити-Холле? Посещала ли она вообще Крокус-Сити-Холл? Была ли группа «Пикник» во время теракта в Крокус-Сити-Холле 22 марта 2024 года? Были ли они там вообще? Кого-то отправили. Одного. Того, кто обучает, или того, кто смотрит за ними. У них был выбор, и им нужно было кого-то вот, чтобы... Это какой-то болезненный опыт, кого-то, знаете, как от сердца оторвали, но им нужно было единичка мечей, двойка мечей, тройка мечей. Последовательность какую-то, да, чтобы не нарушать какую-то последовательность, кого-то одного отправили из своей группы. Но кого? Тут вот у них... помощник музыкального директора, да, погибла. У меня есть ощущение, что это она, помощник директора. Мы потом зададим вопрос по ней. Но кого-то одного отправили туда посмотреть что-то, или вот что-то они ей сказали, чтобы она туда пришла. У них был выбор. Но они выбрали отдать ее в жертву по болезненному опыту. Да, королева кубков, женщина какая-то. Водного знака зодиака или чувственная женщина. Женщина с... такая, которая очень любила эту группу, которая болела за нее всем сердцем, всей душой, которая обучала их чему-то, помогала им в чем-то, да, по обучению можно помогала им в чем-то. И король мечей сказал ей: иди, сходи, что-то там вот проверь, съезди, да, а мы сейчас следом за тобой приедем, как будто бы. Король мечей, мужчина водного либо воздушного знака зодиака, сказал ей пойти туда, хотя он знал, что там будет. Он знал то, что ее убьют. А сами ушли своей дорогой. Они не были в Крокус-Сити-Холле. Ни один из участников музыкальной группы «Пикник», кроме вот одной женщины какой-то, которая им помогала в чем-то, они ее туда отправили, а они сами там не находились, потому что они прекрасно знали, что будет. И вот теперь вопрос, да, про Екатерину Геннадьевну Кушнер, как раз вот про эту помощницу директора. Правда ли, что у музыкальной группы на момент трагедии пропала и погибла Екатерина Геннадьевна Кушнер? Действительно ли Екатерина Геннадьевна Кушнер, помощница директора группы «Пикник», погибла в здании Крокус-Сити-Холла? Скрытность. Ее скрыли как будто бы. Иллюзия. Это неправда. Да, она была в здании Крокус-Сити-Холла. Но она погибла не там. Ее выкрали, ее украли. Скрытность, ее забрали. Я пока не вижу вообще, что она погибла, но ее забрали оттуда. Планирование, запланировали это заранее. Да, она туда съездила, она что-то там взяла, либо что-то там посмотрела. Рыцарь кубков. Но здесь, да, здесь что-то с ней сделали. То есть, действительно, она является погибшим человеком. Она действительно сейчас не жива. Но здесь нет старших арканов, здесь есть только рыцарь кубков. Рыцарь кубков как раз с ней что-то проделал. Как-то ее выкрал оттуда из здания и что-то с ней сделал. Подлость. Она стала жертвой предательства своей собственной группы, да? Подлость, вор. Карты говорят о том, что в своей собственной группе она была человеком совершенно не то что ненужным, а человеком, которого как бы принесли в жертву. Я вижу, что она погибла. А как она погибла? Ее вот забрал какой-то рыцарь кубков.
возможно, с концерта забрал, да, ну, возможно, с Крокус Сити Холла забрал и куда-то отвез. А как погибла Екатерина Геннадьевна Кушнер? Она погибла не там, не в Крокус Сити Холле. Здесь прям какие-то оккультные моменты, друзья. Как она погибла? Силу применили, да? Сила, многообразие, как долго и мучительно, как издевались, знаете, для того, чтобы вот собрать вот этот гавах, вот этот страх. Это как оккультная жертва, которую принесла своя же группа ее в жертву кому-то, для того, чтобы иметь силу какую-то, для того, чтобы открыть для себя новые возможности какие-то, да, в своем посвящении масонства. Куда-то далеко ее увезли, и там как-то над ней издевались. Но она погибла не в Крокус Сити Холле. Как сами артисты группы «Пикник» относятся к теракту? И как относится к теракту лидер группы Эдмунд Шклярский? Мне интересно отдельно его посмотреть. Как он относится к теракту и к тому, что погибли люди. Как сами артисты группы «Пикник» относятся к теракту и как лидер группы Эдмунд Шклярский относится к теракту в Крокус Сити Холле и к тому, что погибли люди. Будьте мужественны. Соболезнуют, сочувствуют, но не так, чтобы очень. Будьте мужественны. Мужества вам, храбрости вам. Все равно, что все не умираем до конца, перерождаемся, да, они так считают. Ну, у них своя, как бы, специфика, скажем так, высказывать соболезнования. Да, вы перейдете в новую жизнь, в новый мир, поэтому они особо не соболезнуют. Потому что они знают, что существует другой мир, и что после смерти есть перерождение. Так-то оно так, но все зависит от того, как ты умер. Они забывают об этом, да, это была насильственная смерть или нет. И как относится Эдмунд Шклярский, лидер группы, к теракту и к тому, что погибли люди? В ожидании чего-то, ему должны что-то преподнести. Он должен что-то кому-то преподнести, а ему что-то взамен должны отдать после того, что он совершил. А он был в сговоре там, поверьте мне. По семерке Пентаклей это какие-то ресурсы, которые должны прийти к нему свыше. Как он относится, он вообще об этом не думает. Да, он думает о себе. Карта дружба, карта союза с кем-то, сотрудничество с кем-то. Ушел в себя, приду не скоро. Ушел в отшельники, да, как он относится, он спокойно относится, он ждет чего-то извне, что ему с неба припадет и упадет после такого, да, после того, что он сделал. А что он сделал, скажете вы, он ничего такого не сделал, нет, он причастен, но он не причастен вот именно физически, да. Афишу, по поводу афиши. Сейчас появится афиша группы «Пикник» здесь, где он стоит как повешенный. Повешенный, только перевернутый. Если мы смотрим на классическую карту Райдера Уэйта повешенный, и он в своем классическом ключе не перевернутый, и мы вытягиваем эту карту, то это обозначает самопожертвование. А если повешенный перевернут ровно наоборот, то это означает жертвоприношение. Понимаете, да, о чем речь? Он стоит точно так же, как карта повешенный. Хорошо, правда ли, что во время теракта действительно были герои, обычные люди, которые помогали остальным выбраться из здания? Правда ли, что во время теракта действительно были герои, обычные люди, которые помогали остальным людям выбраться из горящего здания? Я здесь этого не вижу. Поддержка, да, была какая-то поддержка, да. Здесь карта итога и дьявола. Она говорит, что им самим как бы помощь нужна была, да. Но здесь такое ощущение, что поддержка была, но поддержка была как... Сейчас, друзья. От кого-то того, кто был в сговоре с кем-то. Вот интересно, какой-то там ребенок был, помните, да, про ребенка говорили. Ну вот, блин, подлость, это неправда. Сложно поверить, конечно, что там ребенок участвовал как-то, еще что-то, да. Но здесь такое ощущение, либо сгенерированные были какие-то видео, да, сделанные видео. Поддержка была, но поддержка от вора, который спланировал с теми, кто совершил подлость. Карта дьявола, карта итога. Здесь я не вижу, что были какие-то самоотверженные герои. Здесь я вижу, что все испугались на самом деле очень сильно.
У всех была паника, поддержка была, но поддержка от кого-то, кто был в каком-то плане с кем-то. Понимаете, да, о чем речь? Ну и последние вопросы. Кровь, которую массово сдают люди в поддержку пострадавших в Крокус-Сити-Холле, она пойдет именно этим людям? Кровь, которую массово сдают люди в поддержку пострадавшим 22 марта 2024 года в Крокус-Сити-Холле, она пойдет в поддержку именно этим людям? Король кубков. Король кубков просит много крови, много, как будто нужно. Кубки, король кубков, аж целый король. Королю всегда все мало. Ему нужно больше жидкости, больше крови, больше эмоций. Здесь скорее больше даже не сбор крови, а сбор гаваха, да? Сбор ваших эмоций. Рыцарь Пентаклей, подношение кому-то. Подношение кому-то какой-то информации еще. Как питаются какой-то информацией. Я же говорю, сбор гаваха, сбор эмоций каких-то. Я сначала думала, что это что-то про обряд, и кровь эту сдают туда куда-то, да, и какие-то ритуалы там совершаются с этой кровью. Но здесь больше про людей, дураков, да, про, извините, как есть говорю, про шутов, про людей, которые не понимают, что происходит, про людей, которые пришли в новые... Люди, короче говоря, друзья, люди, которые сдают кровь сейчас, они проходят в новые измерения, они подписывают кровью своей, потому что они сдают свою кровь, подписывают то, что они согласны перейти в новые измерения. Новые измерения, напомню вам, это концерт группы «Пикник», который должен был состояться 22 марта 2024 года в Крокус-Сити-Холле. Так вот, вы, друзья мои, все те, кто сдает сейчас кровь, переходите в новое измерение. А новое измерение — это электронный рубль, это дистанционное обучение, это все то, чтобы люди не контактировали друг с другом. Вы сами соглашаетесь сейчас на это. Здесь вообще далеко не людям кровь идет. Я здесь вообще этого не вижу. Здесь идет потребленцам, каким-то королям, король кубков, король жезлов, рыцарь пентаклей, кто им это все преподносит на блюдечко с голубой каемочкой, да. И карта уныния. Люди чувствуют уныние, какое-то обессилие, да, после бессилия какое-то после этого. Это людям не на пользу идет. Я понимаю, что вы хотите помочь. Я понимаю, что так оно заведено у людей, у нормальных, да, но здесь вообще обряд не об этом на самом деле, да, здесь обряд посвящения вас в какую-то новую роль, в какую-то новую жизнь. Вы сами подписываетесь, возможно, вы этой новой жизни не хотите вовсе. Последний вопрос. Будут ли теракты в марте-апреле какие-то крупные в городах России? Будут ли такие же крупные теракты, как в Крокус-Сити-Холле, в марте-апреле в городах России? Сейчас у нас март заканчивается уже. Будут ли еще какие-то крупные теракты в России в марте-апреле 2024 года? Тут планируется что-то, да? Что-то планируется. Подкралась незаметно семерка мечей. По дьяволу тут еще очень много каких-то при поддержке кого-то, да? Каких-то терактов при поддержке кого-то. Причем сами люди, сами это провоцируют. Своей поддержкой к тем людям, которые сейчас вот оказались, да, в больницах. Как это ни странно, сами люди провоцируют эти ситуации. Да, планируется. Планируются еще какие-то башни, какие-то высотные здания, какие-то большие объекты, торговые центры будут еще. Будут взрывы, будут теракты. Друзья, да. Императрица, страна Россия вышла, будут взрывы в стране, в каких-то замкнутых помещениях таких же, да. И люди точно так же как бы будут выбираться, и карта вор еще говорит, и карта молчания подкрались незаметно. Плюс ко всему карта дьявола здесь еще выходит, потому что мастеру не хватило того жертвоприношения, которое было оказано в Крокус-Сити-Холле, потому что чего-то, вот как будто чего-то не добрали в этот день. Друзья, это были все вопросы на сегодня. Я думаю, что вы понимаете, о чем шла речь, да, сейчас. Я думаю, что ваши гневные комментарии, они, просто не будут написаны. Вы подумайте сначала головой, да, прежде чем вообще писать что-либо. Мне абсолютно не обидно то, что вы пишете. Мне обидно за то, что вы не понимаете некоторых вещей. Мне очень хотелось бы, чтобы вы многие вещи понимали, друзья.
Я желаю вам всего самого доброго, берегите себя и близких и не ходите в места скопления людей, друзья, потому что такое может повториться, если вы сейчас сидите и думаете, что такого повториться не может, что охрана усилена, что нас защищают. Себя можете защитить только вы. Поэтому я вас очень прошу посидеть дома, погулять где-нибудь, возможно, по парку. Ну и, конечно, подумайте о своем будущем, да, и о том, что сейчас происходит в мире. Я вас очень люблю и до новых встреч.